Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня открываю новую рубрику на моем канале. Не знаю, будет ли она пользоваться популярностью, но попробуем. Это рубрика «Разбор гороскопов подписчиков». И данные для этого разбора я собираю в такой онлайн-опросник. Я его прикреплю в комментариях и в описании к этому видео, поэтому если вы хотите, вы можете зайти в этот опросник и задать свой вопрос, но обратите внимание, что, во-первых, я буду тоже смотреть по гороскопам, какой у вас вопрос, насколько время рождения вообще соответствует вашему вопросу, и буду отвечать на вопросы по мере своих возможностей, поэтому, конечно, не на все вопросы я, возможно, отвечу, но я постараюсь сделать это регулярно. И я уже получила, на последний раз, когда я смотрела, я получила уже больше 40 вопросов, поэтому наберитесь терпения, возможно, вы дождетесь. Но, по крайней мере, сейчас я начинаю эту рубрику, а дальше посмотрим. Конечно, все очень тоже очень сильно зависит от вашей поддержки. Если эта рубрика не будет пользоваться спросом, то, ну, нету смысла тогда снимать такие видео. Значит, 1 гороскоп у нас гороскоп женщины, которая в мае 2026 года, то есть буквально вот пару месяцев назад вышла замуж и уточняет, получится ли у нее забеременеть, потому что практически 42 года уже возраст. Давайте посмотрим по периодам. Какой период у нас сейчас идет? У нас сейчас идет период Меркурия, большая Махадаша Меркурия с 3 мая 2020 года по 4 мая 2037 года. Этот Меркурий у нас находится в 11 доме гороскопа. Он от Макарака, планета души. От Макарака, периоды от Макараки– это периоды, когда может меняться здоровье человека, либо внимание может быть направлено на здоровье человека. Меркурий аспектирует 5 дом детей, то есть он, в принципе, подтверждает мысли о детях, направленность внимания в эту сферу жизни. Кроме этого, Меркурий у нас получает аспект Сатурна, который является управителем 5 дома детей, и Меркурий находится с управителем 9 дома детей Венеры. Поэтому в целом сама Махадаша нам такие варианты развития событий не запрещает. Она говорит о том, что человек, по крайней мере, будет направлен мыслями в эту сферу жизни. Если мы посмотрим на Вамшу, дополнительный гороскоп, который у нас отвечает за брак и личную жизнь, но и в целом он точно так же наравне с основным гороскопом у нас рассматривается, то Меркурий в Навамше, конечно, не очень сильно у нас про детей, он находится в 12 доме гороскопа с управителем 11 дома гороскопа. Но меня здесь смущает то, что подозрительно очень точное время рождения было предоставлено, поэтому, возможно, могут быть нюансы по точному времени рождения, и Меркурий в Навамше может быть даже находиться где-то в другом доме гороскопа, но пока ориентируемся на то, что он так, как есть, располагается. Здесь в карте детей мы видим, что Меркурий управляет 5 домом детей. Он получает аспект от Марса, который может, как и в основном гороскопе, указывать на то, что может быть кесарево сечение во время родов. Но, в принципе, Меркурий находится в воздушном знаке, не самый плодородный такой знак, не самый быстро дающий детей, не с первого раза часто, да, Меркурий находится в таком знаке, хотя здесь он в плодородном. Но мы должны еще оценить Юпитер, Путракараку, управителя 5 дома гороскопа. То есть в целом Махадаша Меркурия, она не против того, что человек может забеременеть, хотя и не с первого раза. Но если мы еще оценим Юпитер, Путракараку, управителя 5 дома гороскопа, мы увидим дополнительные какие-то нюансы по возможности забеременеть. Здесь есть один нюанс в виде того, что Путра-Карака, Юпитер. Юпитер и Путра-Карака– это одна и та же планета, и Юпитер находится в Накшатре под управлением Кету, то есть созвездие под управлением Кету, а Кету может влиять на то, что человек может не забеременеть с первого раза, либо с какими-то необходимостью там сберегать, сохранять беременность и так далее. Ну и плюс Юпитер ретроградный. Путра Карака хорошо разобрались. У нас еще есть управитель 5 дома гороскопа. Это Сатурн, который находится в экзальтации, но он вместе с Марсом, что его немножечко портит, конечно, но в целом ок.
Такой Сатурн может давать ребенка, это я тоже видела неоднократно. Но после всего, что мы с вами определили, мы должны посмотреть, какие же сейчас идут подпериоды. Сейчас идет подпериод Венеры до 31 июля 2026 года. Венера, в принципе, хозяйка девятого дома, аспектирующая пятый дом, окей, она может дать беременность, но она уже заканчивается. Потом идет, ну, пока что мы просто оставим для себя какие-то окошки. Потом у нас будет под период Солнца с 31 июля 2026 года по 4 июня 2027 года. Солнце у нас находится тоже в 11 доме гороскопа, управляет 12 домом гороскопа. 12 дом может давать поездки, посещение больниц в том числе. В карте детей Солнце у нас находится в 9 доме гороскопа, но в знаке Козерог, который тоже не очень сильно плодородный, и при этом Солнце находится с Раху и Сатурном. Тоже, в принципе, можно сказать, что более или менее, но не настолько удовлетворительно, насколько бы хотелось. Следующий подпериод — это подпериод Луны с 4 июня 27 года по 5 ноября 28 года. И под период Луны мне нравится, потому что Луна, несмотря на то, что она находится в дробной карте детей в знаке зодиака Близнецы, в не очень плодородном таком знаке, Луна у нас находится в Накшатре под управлением Раху, а Раху стоит в 9 доме гороскопа, аспектирует 1 дом гороскопа, то есть указывает на то, что могут происходить перемены в теле. Луна находится в 6 доме гороскопа. 6 дом — это дом болезней, лечения, рутины, изменений в уровне рутины. И при этом после Луны у нас следующий период — это Марс, который аспектирует 5 дом гороскопа и который в дробной карте детей находится в плодородном знаке вместе с Венерой и под аспектом Йога-караки. То есть тут и Венера, в принципе, такая достаточно плодородная, и Сатурн достаточно плодородный такой. Но мы должны определиться с другими показателями и с другими возможными намеками на то, что может быть беременность. И для меня здесь очень важно посмотреть Чарадашу. Какой у нас идет период по Чарадаше? С 18 июля 25 года по 17 июля 28 года у нас идет период рыб. Период рыб — это период 7 дома гороскопа от Лагны, который приносит результат по браку, и девушка вышла замуж. Периодом рыб у нас управляет Юпитер. Юпитер находится в 10 доме гороскопа, в доме статуса. Юпитер Путракарака и указывает на то, что у человека может меняться статус по детям в данном периоде. То есть это период у нас до 17 июля 2028 года. Но 5 дом гороскопа, несмотря на то, что внешне он выглядит вроде как благополучно, содержит в себе Гнати Караку, Венеру, хозяйку 8 дома гороскопа. Венера — это показатель врагов, долгов, болезней. Но есть Раджа-йога в 5 доме гороскопа, что в принципе неплохо. И управитель 6 дома гороскопа в 5 доме гороскопа, который может указывать на медицинские обследования, связанные с темой детей и деторождения. При этом у нас есть еще один очень важный дом гороскопа, который влияет на детей и деторождение. Это 9 дом гороскопа, то есть который отвечает в Чарадаше за детей и деторождение. Это 9 дом гороскопа, в котором у нас находится Кету и Уран. И Кету — это планета, которая все отрезает, скрывает, которая делает какие-то вещи медленными. И управитель 9 дома гороскопа у нас Марс, находящийся в 8 доме гороскопа. То есть, с одной стороны, есть положительные тенденции, с другой стороны, есть отрицательные тенденции. Сам управитель 1 дома гороскопа находится у нас в 10 доме гороскопа, то есть человек может получать какой-то новый статус в жизни. При этом
период предполагает большое количество общения, новых знакомств, может быть, кардинальную смену окружения. Возможно, человек выходит замуж и уезжает к мужу. То есть здесь такая история по Чародаше разворачивается у нас, что у человека многое кардинально меняется в жизни. Но период рыб дает такой очень смазанный результат. Вероятность беременности присутствует. Если мы посмотрим следующий период Овна, то есть беременность здесь однозначно будет. Не то, что тут смазанный результат, беременность здесь однозначно будет, но она может прийти не так быстро, как хотелось бы. Следующий период это Овен с 17 июля 28 года по 18 июля 2034 года. И если мы посмотрим на период Овна, то в периоде Овна Юпитер встает у нас в пятый дом гороскопа. Путра Карака, показатель детей, встает в пятый дом гороскопа. И при этом у нас есть еще указания на то, что будут какие-то вопросы по здоровью человека, потому что у нас в первом доме гороскопа стоит Арутха восьмого дома гороскопа. Луна аспектирует первый дом гороскопа. Мы заботимся о себе, о своем здоровье. Первым домом у нас в этот период управляет Марс. Он соединен с Сатурном, с вредителем. И таким образом очень высока вероятность того, что период Овна даст рождение ребенка. Если мы посмотрим, как у нас период Овна и период Рыб перекликаются с текущими периодами по Вимшота и Даша, то получается картинка такая, что очень высокая вероятность беременности будет в период Меркурий-Луна и рождение ребенка в период Меркурий-Марс. На самом деле, то, что рыбы указывают, сама Махадаша рыб указывает на то, что не все здесь благополучно, это вполне нормальное явление, потому что ребенок всегда, когда он рождается, он проходит через определенный стресс, и очень много гороскопов, в принципе, людей, которые рожают ребенка, и при этом у них пятый и девятый дома гороскопа не выглядят очень благополучно. Но, конечно, когда Махадаша не выглядит очень благополучно, она может давать какие-то трудности с зачатием, с вынашиванием и так далее. Но я предполагаю такую историю. То есть я вижу в этом гороскопе однозначно, что ребенок будет. И в этом гороскопе я могу сказать, что вероятнее всего, как минимум, будет один мальчик. И вероятнее всего будет такая история, что беременность наступит в период Луны и в период Марса будут роды. Давайте посмотрим годовой гороскоп на 2028 год, который будет у нас с июля 2028 по июль 2029 года. Мы в этом годовом гороскопе видим Юпитер в 10 доме гороскопа и дополнительные такие точки. Это Арутха 9 в 5 доме гороскопа, тень 9 дома, дома детей. И кроме этого, мы еще можем посмотреть на что? На то, что у нас в 8 дом гороскопа попадает Марс и Меркурий. Марс, как управитель первого дома гороскопа, у нас отвечает за тело, за состояние тела в этом году, то есть очень дает высокую вероятность того, что в этот период женщина женщина, которая проходит через роды, она страдает. Здесь есть у нас указание на отстранение, удаление от работы за счет Сатурна в 6 доме гороскопа, за счет Аматия Караки Меркурия, который тоже находится в 6 доме гороскопа. И одновременно в этом гороскопе, в основном гороскопе Аматия Карака это Марс, который тоже попадает в 8 дом гороскопа. И в гороскопе карьеры Марс тоже находится в падении в 6 доме гороскопа. Управитель первого дома гороскопа находится в 6 доме гороскопа. То есть этот гороскоп нам показывает, что вероятнее всего у человека происходит отдаление от работы. Отдаление от работы, скорее всего, происходит потому, что человек может родить ребенка, в том числе уходит в декрет. Посмотрите на гороскоп, который у нас отвечает за сферу детей и деторождения в годовом гороскопе. Здесь у нас в 5 доме гороскопа находится Путра Карака Юпитер. И временная путракарка конкретно для дробной карты детей у нас находится Марс в 9 доме гороскопа. Поэтому, резюмируя, я бы сказала так, что этот гороскоп предполагает, то есть, да, сфера зачатия, деторождения, она немножко с задержками и с какими-то препятствиями. Здесь есть вероятность того, что может получиться не с первого раза, однако
ребенок в этой карте, очевидно, есть. Очевидно, здесь есть вероятность рождения хотя бы одного ребенка, и я думаю, что это будет мальчик. На этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, что это видео будет вам интересно, и если эта тема животрепещущая вам нравится, то не забывайте ставить лайки, писать комментарии, и до новых встреч. Пока-пока.